Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Частенько спрашивают, когда что делать, потому что каждый год у нас теперь разный, погода поменялась, климат еще не устаканился, в какой-то год становится холоднее раньше, в какой-то холоднее позже. В прошлом году вообще зимы не было. Так вот, когда что делать, потому что если смотреть, что написано в книжках, то даты вроде как не сходятся. Ну, вернее, книжки писались давно, а погода теперь уже поменялась, и те книжки в датах своих немножко не актуальны. Так вот, когда что я делаю, когда закармливаю, когда сокращаю, а сегодня вот закрываю литки. Вот сейчас показываю, у меня улей на 2 литочка открыт вход, и теперь я один литочек закрою. Какой я закрою? Тот, который с северной стороны. Оставлю тот литочек, который с южной стороны. Вот этот вот в белом отделении. Потому что, когда пчелки будут зимовать, солнышко будет нагревать южную стенку и немножко семью подогревать зимой. Вот видно, трутень висит мертвый на краю литка. Значит, пчелы начали изгонять трутней. Значит, все. Они уже полноценно готовятся к зиме. То есть трутнев изгоняют, чтобы они не жрали лишний мед. Пчелы начали экономить мед. Вот где-то в это время матки тоже начинают сокращать яйцекладку, потому что трутней они изгнали. Значит, начинают экономить мед. Раз они экономят мед, значит, и матку перестанут скоро кормить, матка перестанет откладывать яйца. Вот, значит, когда матка перестает откладывать яйца, значит, пришло время их сократить. Тут все тоже очень просто. Смотрите на яйца. Если яйца стали крупными, значит, все, матка перестает откладывать яйца. Когда матка снижает свою яйцекладку, яйца становятся более крупными. Как только увидели крупные яйца, значит, все, можно пчелиную семью сокращать. Когда закармливать? Закармливаю я только тогда, когда сократил улья. И вот лично я так делаю. Открыл улей, воровства сейчас нет, можно не переживать. Смотрим, где находятся пчелы, потому что они сейчас в это время, как правило, в одной стороне находятся. В одной стороне расплодное гнездо. Ну, бывает, что они разрываются, как я показывал в прошлом видео, но это не тот случай, не настолько семья сильная. Вот видно, южный литок. Здесь пчел нету. Северный литок. Вот здесь сидят пчелки. Вот они, красавицы, в улочках сидят. Северный литок, с южной стороны никого нет. Ну вот сейчас я с этой южной стороны рамки вытаскиваю. И сдвигаю гнездо пчел к южному литку. А соответственно северный литок, вот этот, который на темной стороне улья, темную сторону закрываем. И таким образом у нас семья будет зимовать напротив южного литка. Вот сейчас эту работу я и делаю. И заодно смотрю. Вот видно, пчелки уже и дерутся. Немножко воровство начинает процветать. И сразу смотрю, есть крупные яйца или нет крупных яиц. Сразу видно, матка снизила яйцекладку или нет. Если вдруг она снизила, значит сокращаю семью до того количества рамок, которые обсиживают пчелки. И вот делаю таким образом. Теперь я с южной стороны все рамки вытащил. Вот они перед ульем стоят. Ну, если было воровство сейчас на Пасхе повальной, то так делать нельзя было. Но так как воровства нету, то можно. Вот с этой стороны я поставил малометки, которые в зиму точно не пойдут, потому что там нету меда. Их поставлю за заставную на обсушку. А здесь с этой стороны ставлю рамочки, на которых мед есть. Конечно, на зиму этого меда мало, но это не все такие рамки. Совсем уже пустые без меда. Если получше. Меду для зимовки на этих рамках не хватает. Но если их подкормить сахарком, то все будет нормально. Они добьют тот мед, который им не достает, запечатают эти рамки. И эти рамки пойдут в зиму. То есть с левой стороны рамки, которые могут пойти в зиму с медом. Пусть даже его там немножко не хватает, но можно их подкормить. Справа те рамки, которые в зиму уже не идут, потому что там нету меда. Всю вощину, весь недострой из улья изымаю, потому что пчелы уже больше строить ничего не будут. И все это из улья вытаскиваем и в хранилище до следующего года. Ну а дальше видно, пошло расплодное гнездо. Сейчас мы его смещаем к южному литку. И заодно смотрим, как там матка откладывает яйца. Кроющий поставлю хорошую такую рамочку с медом. Это я сейчас показываю, как делать, если у вас нету рамок с медом, приготовленных после последней качки. Потому что обычно я, когда качаю последний раз мед, оставляю 5-6 рамок полномедных, уже запечатанных на зиму. Они у меня стоят сбоку гнезда.
тогда вообще ничего делать не надо. Просто пчелы себе работают. Когда приходит время собирать гнезда, пустые рамки из-под расплода вытянул, те 5-6 рамок вставил в улей, они полномедные. И вот пчелы уже готовы к зиме. И гнездо сложено, и закармливать не надо. Но это метод для ленивых и высший пилотаж. Поэтому не во всех ульях у меня так. Но это самый лучший метод, который я только что рассказал. Это метод, конечно, не очень хороший и рассчитан на то, что пчел надо будет кормить сахаром. Ну вот показываю, как я делаю с семьями, которых буду кормить сахаром. И вот у нас расплодик. Видно, пчелы плотным слоем уже покрывают расплод. Обычно летом слой не очень густой, а это слой, можно сказать, в 2 пчелы. Тут какая-то еще мисочка висит, а в мисочке яйцо. Вот тебе и на. С ума сошли или что? Или это мне показалось? Нет, это мне показалось. Нету там яйца, просто мисочка. Сейчас пчелы могут пойти на роение ни с того, ни с сего. Бывают случаи, так сказать, нехорошие, как у меня в том улье, где я показывал. Ну вот смотрим на яйцекладку. Здесь открытый расплод, печатный вышел. Открытый здесь кругом. Ну здесь не яйца, здесь уже личинки, поэтому не увидим. И вот так вот к южной стеночке ставим наши рамочки с расплодом. Меду на этих рамках нету, ну и фиг с ним. У нас есть рамки запасные. А вот рамка с яйцами. Смотрим на размер яиц. А яйца у нас еще не крупные. Еще нормальных размеров яйца. Значит, матка еще яйцекладку делает. Блин, рамочка упала. Руки кривые. Значит, маточка еще яйцекладку сильно не снижает, значит, можно не беспокоиться. Пусть себе откладывает яйца, мы ее в это время не ограничиваем. В это время ее может ограничить только отсутствие меда. Ну, медом мы их обеспечим. Опять смотрим. Расплод печатный. Пусть у них будет. И вот таким образом все гнездо переносим на эту сторону. Опять расплод печатный. Медочек есть. Медочку я, конечно, забрал лишнего. Если кто не хочет пчел кормить сахаром или покупать сахар, то так сильно пчел выкачивать не надо, как я выкачал. Но дело в том, что я мед-то сдам, а пчелам отдам сахар. Мне так выгоднее получается. Поэтому с точки зрения заработка денег, то я сделал правильно. Ну, с точки зрения любительского пчеловодства, кому деньги не нужны с пасеки, то, конечно, можно меда оставлять больше. Опять же, лучший способ, как я рассказал, 5-6 рамок относите в хранилище или ставите в улье-лежаке сбоку. И отдаете им этот мед уже осенью, когда складываете пчел на зиму. Опять же, расплода немного, но есть. Отдаем им эту рамочку. Перейдем на другую сторону. И посмотрим, что у нас тут. Ну, тут у нас рамочки уже более-менее в зиму даже готовые. Полностью медом забитые. Они еще этот мед подобьют кверху. И это уже медовая рамочка в зиму. Отличная. Итого у меня в этом улье 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок с расплодом. Вот где-то на 6 рамках эти пчелы в зиму и пойдут. Опять же, рамочка вся забита медом. Вот это зимние рамочки. Эти все зимние рамочки полновесные, хорошие. Им я и оставляю в зиму. И вот у меня получилось 6 рамок с расплодом и 2 рамки полновесные в этом улье. От бруска до бруска с медом. Еще мед не запечатанный, но он там есть. Значит, это будут полномедные рамки к осени, к поздней. И вот теперь что мне надо делать? Вот у меня 6 рамок с расплодом. Значит, у меня где-то на 6 рамках пчелы пойдут в зиму. Значит, мне надо оставить 6 рамок для клуба пчел и плюс 2-3 рамки
еще чтобы были кроющие. Итого 8-9 рамок с медом мне надо оставить. А у меня сейчас 2 полновесные. Одна рамка с медом, крайняя кроющая, это 3. 8 минус 3, еще 5 рамок медовых надо поставить, чтобы они были с медом. Что мы сейчас и делаем. Берем вот эти наши рамочки, в которых есть мед, но которые еще не полновесные, и ставим их 5 штук здесь. Можно ставить на 1-2 меньше. Которые рамки потяжелее на руку, те ставим ближе к клубу. Которые полегче, те ставим подальше от клуба. Ну, таким способом сортирую. Вот мед еще не запечатанный, но он тут есть. Они еще его просто не запечатали, но они это сделают. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Вот им еще одна рамочка. Ну, пусть будет 2. Здесь они не очень тяжелые. Все. Вот так вот. А сюда ставим заставную доску. Ставим заставную доску и все. Этот литочек северный закрываем. И верхний, и нижний. А сюда за заставную доску ставим полупустые рамочки, которые у нас остались. Там, где меду мало, чтобы они их обсушивали. И забирали мед из них, тащили в гнездо. Вот таким способом я их подсократил. Ну, эту матку еще рано сокращать, потому что она еще яйца валит полным ходом. Поэтому подсократили. Еще не сократил я полностью, но немножко подсократили. И пишем в журнал, что этим пчелам надо дать меду в количестве таком-то. Записали в журнал и начинаем потихонечку их подкармливать. Потихонечку. Не спеша. Время еще до октября месяца есть. Начинаем их подкармливать. Сейчас они из этих рамок, которые за остановой, перенесут мед в эти рамки, которые мы им поставили сбоку, потому что у них получилось 6 рамок расплодное гнездо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь расплодное гнездо закончилось. 2 полновесных медовых рамки. И дальше мы им поставили 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок, в которых меду по 1,5 килограмма. И вот эти рамки, которые мы поставили по 1,5 килограмма, они сейчас будут забивать тем медом, которые будут тянуть из-за заставной доски, пока у них есть расплод в гнезде. Как только расплод из гнезда выйдет, они тут мед будут тянуть в эти рамки, которые из-под расплода. Можно, в общем-то, так и оставить, они этот мед перенесут сюда. Но я делаю немножко по-другому. Я лично делаю так, когда матка уже не будет откладывать яйца и расплод из этих рамок выйдет, а он здесь запечатанный, значит он дней через 10-15 отсюда уже выходит. Здесь получаются полупустые рамки из-под расплода, а некоторые даже совсем пустые. Я эти пустые рамки из-под расплода просто из улья вытаскиваю. Совсем вытаскиваю. И таким образом гнездо бух и сдвигаю. Здесь у меня 6 рамок с расплодом. Сбоку я им поставил 6 рамок по 1,5 килограмма меду. 6 рамок с расплода я вытащил. Гнездо сдвинул. Эти 6 рамок, где по 1,5 килограмма сейчас сдвинулись. Получился у них уже, скажем так, почти собранный на зиму комплект. С учетом того, что эти 6 рамок, которых по 1,5 килограмма, еще дольются медом из-за заставной доски и еще немножко сиропа. И тут у них 2 полновесных рамки медовых уже есть. Вот и все. Вот и вся закормка. Закармливать потихонечку уже можно, понемножку, чтобы они этот нектар, то есть сироп, который будете давать из кормушки, заливали в эти 6 рамок, в которых по 1,5 килограмма. И кормушку надо ставить над этими рамками. Потому что если поставите над расплодным гнездом, они будут заливать расплодное гнездо, а матка еще работает. Надо ставить кормушку над этими рамками, где по 1,5 килограмма. Тогда они сироп будут заливать в эти рамки. И вот получится, что в конце закормки у вас эти рамки, где по 1,5 килограмма, долиты сиропом. 2 рамки полные. Здесь рамки из-под расплода, мы их можем просто вытянуть. Вытащили, сдвинули. Гнездо на зиму готово. Ну, лично я так делаю. Может, кто делает по-другому. Стимулировать матку сейчас смысла нету, потому что воровства, как видите, нету. Значит, они где-то мед приносят откуда-то. У них есть какой-то взяток, поддерживающий в природе. Значит, побуждающей подкормки им не надо. Надо только восполнить запасы кормовые на зиму. Если бы у них не было сейчас поддерживающая взятка, то здесь делалось бы сейчас тырло, сейчас было бы воровство повальнее. Но так как его нет, значит, все у нас хорошо. Какой-то медочек они там себе еще принесут. Рамочки мы им дали на обсушку.
Дней через 5-7 буду давать кормушку с сиропом, долью тиранки. И вот у меня уже запасы на зиму будут. Вот такие вот дела. Вот видно, литочек я закрыл северный. И здесь много пчелок собирается с пыльцой. Почему с пыльцой? Потому что у них есть открытый расплод. Они его кормят. Матка еще работает полным ходом. Ну, уже не так сильно, как раньше. Но, тем не менее, потихонечку сбавляет обороты. Но яйца еще откладывает. Поэтому им нужна пыльца. Вот они ее и носят. Ну, а сегодня было вот такое вот видео. Сейчас такая вот у меня работа на пасеке. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И не забываем передавать привет моим мохнатеньким, хорошеньким пчелкам.